Всем привет! Меня зовут Алена, и в сегодняшнем видео я хочу вам показать, как сделать кизил, или же дерен, как его еще называют. Сейчас многие скажут, что кизил это растение с маленькими желтыми цветочками, вы будете правы, но маленькими желтыми цветочками цветет самый простой обыкновенный кизил. Также есть много декоративных видов, и знаете, я прочитала, что их около 50, цветочки есть совершенно разные, можете посмотреть в интернете, потому что о некоторых цветах я думаю, что это совсем другое растение. Поэтому, если вам интересно, что получится у меня, оставайтесь со мной. Как обычно, я использую гофрированную бумагу производства Италия плотностью 180 грамм. Все номера вы видите на экране. Я с другой бумагой не работаю, поэтому как получится цветочек, я вам сказать не могу. Начинаем с тычинок. Для них я отрезаю полоску по размеру 1,5 на 9,5 см и буду с одной стороны мелко нарезать. Кстати, тут не принципиально, можно растянуть бумагу, а можно ее не растягивать. Также для самих цветочков нам понадобится проволока. Я беру совершенно любую проволоку, самую тоненькую, которая у меня есть. Как вы видите, в моей коробке уже нет покупной проволоки, использую все, что понаходила, потому что купить всегда успеем, а вот использовать то, что есть, надо бы как бы от этого избавиться. Беру самую тоненькую проволоку, делаю сверху петельку и буду накручивать сверху бумагу. Полоску бумаги я разделяю на 3 части, и у нас получится заготовка для 3 цветочков. В работе использую термоклей, можно использовать ПВА, но схватываться будет дольше. Так как я хочу сделать веточку, я буду использовать лепестки разных размеров. Для большого цветочка я буду использовать размер бумаги 5,5 на 6 см, цветочек поменьше 4 на 5,5 и такой полубутон цветочек 3,5 на 4,5 см. И на каждый цветочек нам понадобится по 4 лепестка. Складываю заготовки вместе и вырезаю форму лепестка. Я постараюсь шаблон оставить вам в описании к этому видео. Вырезаем форму, так сказать, сердечко для своего лепестка. Снизу я оставила где-то сантиметр, но потом немножечко нужно убрать, потому что многовато. Лепестки поменьше делаем таким же образом, и самые маленькие снизу я не буду оставлять сантиметра, а сверху совсем слегка делаю сердце. Все цветочки собираться у нас будут совершенно одинаково. Я вам начну показывать с большого цветочка. Выгибаю слегка сверху, а затем посередине. После чего наношу снизу клей. И как вы видите, вот этот сантиметр, он все-таки оказывается великоватый. Поэтому лучше всего там сделать миллиметров 5 максимум. Тогда приклеиваться будет намного красивее. Приклеиваем первый лепесток и второй приклеиваем напротив первый. Ну еще 2 лепестка точно таким же образом между лепестками первого ряда. Кстати, в этот момент нам нужно просто сделать раскрытый цветочек, и лепестки можно выгибать совершенно по-разному. Серединка, оказывается, сильно торчит вверх, поэтому я ее немножко срезаю. Если у вас есть большое количество тычинок, вы можете серединку сделать из тычинок, просто их соединить между собой. После чего нам нужно затейпировать ножку. Делаю это зеленым цветом. И добавим 2 лепестка, можно добавлять 1. Лепестки я вырезаю на глаз и делаю небольшую ножку для того, чтобы было удобнее их крепить. Вырезаем, закручиваем и приклеиваем снизу нашего цветочка. Дальше ножку я уже тейпировать не буду, так как впоследствии там будем тейпировать коричневым цветом, а пока просто приклеила. Нам остается подкрасить свой цветочек. Я беру строительный краситель, можно взять акварель или гуашь и хорошенечко развести в воде. После чего именно посередине я слегка наношу
И за счет того, что у нас много воды, краска растекается и получается очень интересный эффект. По цвету я взяла краситель песочного цвета, можно брать коричневый. И таким образом подкрашиваю каждый цветочек. Следующие 2 цветочка я делаю точно так же. После того, как все цветочки сделали, мы слегка тейпируем ножку коричневой тейп-лентой, можно использовать бумагу. И после этого собираем нашу веточку. Я сделала 2 небольших веточки, которые соединила в одну. На одной из веточек я сверху решила поместить не маленький бутон, а несколько листьев. Таким образом веточка выглядит интереснее. Листья также вырезала на глаз. Скручиваю 2 свои заготовки вместе, и у меня получается вот такая красивая веточка. Если сделать таких несколько на длинной ножке, будет очень красиво смотреться в высокой вазе.
Ну а если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. И до новых встреч. Пока-пока!